Друзья, еще в самом детстве, когда очень чего-то хотелось к чаю сладкого, каким-то образом моя бабушка готовила это, мне казалось, в 3 секунды. Мы сегодня не в 3, но все-таки приготовим. Это тертый пирог с ягодами. Можете класть такие, какие у вас есть в морозилке. Можно варенье, все что угодно. Посмотрите рецепт, я надеюсь, он вам понравится. Давайте приготовим. Для тертого пирога нам понадобится мука, масло, яйцо, сахар, разрыхлитель, буквально ложечка, ванильный сахар, соль щепотка и варенье, повидло, ягода, свежая или замороженная, то, что у вас есть. Все, давайте приступим. Это у меня домашнее варенье, вишня и малина здесь. Вот такая консистенция. То есть не сильно жидкая, но и не очень густая. Если у вас жиже, то загустить можно буквально 1 ложечкой крахмала. Добавьте 1 ложку крахмала и прокипятите буквально минутку. Конечно, использовать маргарин можно, как и для Наполеона, для коржей, да? Так что в данном случае что у вас есть? Можно маргарин, можно масло. Натираем вот так вот муку и на терку. Разрыхлитель сюда же. Растираем муку с масличком в крошку. Такой получается жирная мука получится, да, такая с крошками. Вот это нам надо добиться. Вот так. Оно быстро, прямо приятно очень растворяется. Вот такое должно получиться, друзья. Рассыпчатое. Следующая задача: яйцо, сахар, соль соединить, взбить. Соль. Сначала с солью. Теперь сахар. Только побелело яйцо, выкладываем в смесь мучную. Сначала ложкой перемешаем, а потом руками. Ну, а теперь можете уже руками. В комочек собрать. Наше дело сейчас, задача тесто собрать в комочек. Вот такое, не пристающее к рукам. Вот такое должно получиться тесто. Оно мягенькое, 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 не пристает к рукам. Вот такое. Вот такое тесто замечательное мы должны поделить на 2 части. Одну большую, другую меньшую. Вот так, приблизительно. Это, которая меньшенькая, для украшения, мы ее в кулек и в морозильную камеру буквально на 20 минут. Убираем. А это сейчас раскатаем по нашей форме. Я покажу, какая сейчас у меня форма. Так, форму для запекания я размеры укажу. Застилайте пергаментной бумагой. Этот лист перекладываем на доску. Так удобно, потому что вы будете знать, какого размера теста вы должны раскатать. Можно раскатать прямо по форме. Так. Где не хватает по уголкам, то подровняете. Режется легко. Кусочки идут по тем уголочкам, что вам нужно. Вот так. И переносим с доски в формочку. Раз. И поправляем. Вот так. Повыше делаем бортик. И пока занимаемся начинкой, на буквально 5-7 минут в холодильник поставьте прямо с формочкой.
Ну вот, начинка, повторю, у меня варенье вишневое с малиной. Если у вас жидкое, добавили крахмал. Если у вас просто ягода, тоже можете использовать, даже свежемороженую. Тогда нужно проварить 2 минуты и добавить ложечку крахмала. Вот такая вот густота нас устраивает. Все, смазываем. Помещаем нашу начинку. Ну вот, друзья, наша начинка готова, а сверху я немножечко, у меня были разморожены еще несколько вишен, ягодок, я немножко еще добавила к нашему повидлу, к варенью. Ну вот, достали из холодильника, из морозилки, можно уже натирать сверху оставшимся кусочком теста. А бортики я чуточку поправила сюда вовнутрь, потому что все-таки у нас повидло не сильно густое. Вот так будет правильнее. Вот. Все, друзья, раскалена духовка до 180 градусов. И помещаем наш замечательный пирог на 30-35 минут. Смотрите по своей духовке, вверх-вниз. Ну вот, друзья, готов наш пирог. Тертый, замечательный, с вишней и малинкой. Ну что, горячий, но мы попробуем разрезать. Вот. Вот наш красавец. Запах, друзья. Вишня-малинка пахнет, конечно, изумительно. Но начинку можете любую придумывать. Кстати, она может быть и не сладкая. Только в тесто тогда не добавляйте столько сахара, а буквально 2 ложки. Вот и все. Мы сделаем что-то с несладкой начинкой. А сейчас давайте разрежем. Хрустящие и мягенькие одновременно. Друзья, наши бабушки умели готовить. Это песочное тесто, кисло-сладкая ягодка. Ну что может быть еще вкуснее к чаю? Пусть вам будет приятно, вкусно, приятного аппетита!